Миллионер вывез отца в тайгу и бросил с котом. Дедушка плакал, глядя вслед уезжающему джипу. Холодный влажный воздух ударил в лицо, заставив 72-летнего Ивана Петровича закашляться. Дверь массивного черного внедорожника была распахнута, и его сын Антон, 45-летний мужчина с гладко выбритым лицом и ледяными глазами, смотрел на него не мигая. Он даже не вышел из-за руля, лишь бросил на мокрую от росы траву тощий брезентовый рюкзак. Рядом, выпрыгнув из машины, приземлился большой дымчато-серый кот, испуганно прижав уши. «Ты же всегда хотел сюда, пап, вспомнить молодость!» Голос Антона был ровным, деловым, словно он обсуждал поставку бетона. «Побудь один, подыши воздухом. За тобой приедут через неделю». Иван Петрович смотрел на сына, пытаясь найти в его лице хоть что-то человеческое, но наткнулся лишь на непробиваемую стену. Мощный двигатель взревел, колеса швырнули в старика комья грязи, и джип растворился за поворотом заброшенной лесовозной дороги. Тяжелая, оглушающая тишина тайги рухнула на старика. Он опустился на колени. Слезы текли по морщинистым щекам не от страха, а от осознания чудовищного предательства. Кот Васька, оправившись от шока, подошел и с силой потерся о ногу хозяина, утробно заурчав. Этот теплый живой комок вернул Ивана Петровича в реальность. Неделя пронеслось в голове. Он прекрасно знал эти места, проведя здесь молодость в геологических партиях. В конце октября по этим дорогам никто не ездит. Это был не отдых, это была смертная казнь, отложенная на несколько дней. Антон, его единственный сын, которого он учил ходить и разжигать костер, только что вынес ему приговор. В рюкзаке лежали лишь пачка гречки, полбуханки черствого хлеба, коробка промокших спичек и фляга с водой. Жестокая насмешка. Нужно было искать укрытие. Ночные заморозки уже покрывали траву инеем. Память подсказала, в нескольких километрах к востоку должно быть старое охотничье зимовье. Собрав последние силы, старик двинулся в лес. Васька, выросший в московской квартире, не отставал, настороженно оглядываясь. К вечеру, когда ноги уже отказывались идти, Иван Петрович услышал журчание ручья и увидел покосившийся сруб. Зимовье уцелело. Крыша просела, одно окно зияло чернотой, но печка-буржуйка внутри была целой. Это был шанс. Он натаскал сухого валежника, заткнул дыру в окне старой рогожей. Спички оказались бесполезны, размокли. Прижав к себе кота, старик забылся тяжелым сном в холодной темноте. Ночью тайга ожила. Сначала завыли волки, а под утро раздался тяжелый хруст веток. Кто-то огромный подошел к избушке. Васька превратился в каменный комок и издал низкий рык. Снаружи раздалось сопение, запахло псиной, и в стену ударило что-то мощное. Медведь-шатун, самый страшный зверь осеннего леса, почуял человека. Доски окна затрещали. В проломе показался огромный звериный нос. Адреналин ударил в голову старика. Вспомнив советы эвенкийских охотников, он схватил котелок и со всей силы ударил им по железной печке. Грохот разорвал тишину. Бум-бум-бум! Он бил, вкладывая в удары всю ненависть к сыну и страх смерти. Медведь рявкнул, ошарашенный таким шумом, и, потоптавшись, ушел прочь. Иван Петрович сполз на пол, обнимая дрожащего кота. Они выжили. Утром началась борьба за огонь. На солнце надежды было мало, но днем тучи разошлись. Найдя в мусоре осколок бутылочного дна, старик через линзу поймал солнечный луч на сухой мох. Дымок, уголек, пламя. Когда в печке затрещал огонь, Васька принес добычу. Молодого глухаря. Впервые старик заплакал от благодарности. У него был напарник. Вечером в дверь постучали. На пороге стоял охотник Степан. Сухой жилистый старик с ружьем. Он случайно оказался в этих краях, проверяя путики. Степан сразу все понял, взглянув на городского деда. Лишних вопросов не задавал, но оставил бесценные дары. Соль,
сухие спички и кусок сала. Если шатун вернется, смекалка не поможет. «Укрепи дверь», — сказал он на прощание и ушел, пообещав, что сообщит о геологе, если выберется, но дорога предстояла долгая. Тем временем в Москве сын Антон врал соседке и полиции, что отец ушел в монастырь в Сибири. Но настойчивая соседка написала заявление, и за дело взялся дотошный лейтенант Соколов. Проверив биллинг и GPS машины Антона, он увидел странный маршрут, поездка в глухую тайгу и немедленное возвращение. История с монастырем рассыпалась. Соколов понял – это покушение на убийство. В тайге Ивана Петровича подкосило здоровье. Старое сердце не выдержало нагрузок. Он лежал в бреду, задыхаясь от боли. Васька не отходил ни на шаг. Ложился на грудь хозяина, согревая своим теплом и мурлыканьем, словно заводил больное сердце. Только благодаря коту старик пережил кризис. Погода портилась, надвигался буран. Однажды Иван Петрович услышал гул вертолета. МЧС начали поиски. Он выбежал, разжег дымный костер, кричал, махал руками, но низкая облачность скрыла землю. Вертолет прошел стороной. Надежда рухнула, оставив после себя лишь пепел отчаяния. Началась метель. Зимовье заметало снегом. Вдруг сквозь вой ветра старик услышал шаги и пьяный голос. «Эй, живой кто есть? Открывай, падаль!» Дверь выломали ударом ноги. В хижину ввалился изможденный страшный человек в рваной тюремной робе. Беглый зек. Увидев старика и кота, он рассвирепел, ожидал найти здесь припасы охотников. Уголовник сожрал остатки каши прямо из котелка, выпил спирта из фляги и завалился спать, приказав старику топить печь. Иван Петрович понимал, утром свидетель зеку будет не нужен. Заметив торчащий из вещмешка беглеца топор, он решился. Пока зек спал, старик потянулся за оружием, но случайно задел флягу. Уголовник вскочил мгновенно. «Ах ты гнида!» – взревел он, бросаясь на старика. Завязалась борьба. Зек, несмотря на истощение, был моложе и злее. Он подмял Ивана Петровича, его пальцы сомкнулись на горле старика. Жизнь угасала, но тут в лицо убийцы впилась серая молния. «Васька!» Кот драл когтями глаза и щеки врага. Зек завыл, отшвырнул кота в стену. Васька упал без движения. Но этой секунды хватило Ивану Петровичу, чтобы схватить топор. Когда уголовник повернулся, чтобы добить старика, тот, вложив все силы, ударил обухом по колену бандита. Раздался хруст, зек рухнул, потеряв сознание от боли. Старик остался один посреди хаоса. Дверь выломана, буран воет, на полу стонет покалеченный убийца, а в углу лежит неподвижный кот. Иван Петрович забаррикадировал проем, растопил печь и бросился к Ваське. Кот был жив, но тяжело ранен. Старик перевязал его, а потом, не в силах переступить через человечность, перевязал и ногу врагу. В это время сквозь буран к зимовью пробивались снегоходы. Лейтенант Соколов и местный проводник Кирилл шли по следу беглеца, понимая, что их пути с пропавшим стариком пересекутся. Они ворвались в зимовье, когда силы Ивана Петровича были на исходе. Картина потрясла полицейских. Седой старик с топором, прижимающий к себе раненого кота, и обезвреженный опасный рецидивист. Романов Иван Петрович. Тихо представился старик. «Кот, мой кот ранен. Помогите ему». Он просил не за себя. Эвакуация прошла успешно. Новость о пенсионере, который выжил в тайге и с помощью кота поймал беглого преступника, стала сенсацией. Вся страна узнала правду. На следующий день в офис Антона в Москва-Сити вошли люди в форме. «Антон Игоревич Романов, вы задержаны по подозрению в покушении на убийство и оставлении в опасности». Империя сына рухнула. Жена тут же подала на развод, партнеры отвернулись. Иван Петрович не вернулся в Москву. Люди собрали ему деньги, и он купил домик в поселке под Красноярском, рядом с той самой тайгой, которая перестала быть для него врагом. Прошло полгода.
На крыльце сидит крепкий старик, а у него на коленях, щурясь на весеннем солнце, громко мурчит толстый дымчатый кот. Его сын получил длительный срок, а беглец вернулся в колонию с добавкой за побег. Иван Петрович гладил густую шерсть Васьки и думал о том, что преданность и любовь маленького зверя оказались дороже всех миллионов мира. Он нашел свой покой. Если бы у вас был выбор, вы бы простили Антона на месте Ивана Петровича или считаете, что такое предательство прощать нельзя?